утро, добрые ребята! А мы с вами отправляемся сегодня в Луксор своим ходом. Сейчас раннее утро, 4:45. Да. Вот такая вот у нас еще ночка. А мы идем к своему трансферу. Отправляемся с друзьями. Так, и скажу, сколько нам обошлась маршрут. Получается, нас двое, наших друзей четверо, и у них еще получается четверо детей. Получается, нас 10 человек, и нам обошлась она $300. Но есть такая вот информация, если вы заказываете до 8 человек, она вам обойдется дешевле, можно найти за 200-250. Просто в Луксор, если более 8 человек, там какое-то взимается дополнительное, неважно, дети это до 3 лет, до 5, считаются именно по количеству человек. И потому что изначально нам сначала было $250, а потом когда он точно пересчитал, точно всех нас, и узнал, что нас больше, он просто еще добавил 50. Потом мы начали звонить, уточнять по туристическим фирмам, которые осуществляют перевозки в Луксор. И они то же самое сказали, да, это дополнительно нужно какое-то разрешение брать, что более 8 человек, это уже как-то считается по-другому, и поэтому взимается дополнительная плата. Но мы едем с нашими друзьями, мы просто едем туда. Они этот трансфер заказали, что с детьми туда и обратно. Они сегодня туда, а завтра вечером обратно. Поэтому такая цена, потому что водитель будет с ними ночевать, потому что у них маленькие дети. Ну, а мы с Катей мы заплатили $50 в одну сторону, и там мы забронировали отель, а обратно будем добираться уже своим ходом на автобусе. Ну, об этом все подробно будем вам рассказывать. Да, ехать 3,5 часа. Да. И одевайтесь утром потеплее. Берите, как вы видите, кофты какие-нибудь. Ну, не знаю, мы штаны уже не одевали, потому что, не хочется, чтобы потом сумки носить. Но прохладно. И от вас лайк, подписка и колокольчик. А мы постараемся сделать эту серию выпусков из Луксора более интересной. И вот, ребята, мы уселись и двинулись. И где-то время 3,5 часа, и мы будем в Луксоре. Так, остановились мы. Сделали, так сказать, 5-минутную остановку. Да, 5-минутная остановка. Кстати, туалет здесь 5 фунтов. Это примерно 0,30 центов. 30 центов. Вот так это все выглядит. Здесь останавливаются все туристические автобусы. Как вы видите, вот сейчас я вам показываю, на крышах стоят полицейские. Это все охраняемо. Одевайтесь тепло, потому что в зимний период здесь очень холодно. Так, уже встретимся в Луксоре. И утро, и мы с вами в Луксоре. Да-да, в Луксоре, египетском Луксоре. И находимся мы сейчас в Карнакском храме, у входа в Карнакский храм. Вот так это вот выглядит. Очень много туристов, туристических автобусов. И как вы видите, особо, чтобы в масках были, мы сильно не наблюдаем. Итак, ребята, идем искать мы кафе. Да, видите, Катя как хитро хочет прибиться к группе какой-нибудь и
Ну да, но это группа англоязычная. Да, точно, Мне самое англоязычная. главное это купить билеты. Вот и Мгм. все. Как надо. Так, прошли металлоискатель. Как бы так, жесткий тоже контроль, чтоб лишнего ничего, проверили, просветили наши сумочки. И вот такой вот, я понимаю, это макет храма. Как он выглядел. Как на макете, так как, ну да, нормальный, маленький, обойдем. А на самом деле он... Ну да, сейчас попробуем посмотреть. Очень много, конечно, вот охотников на туристов, я их так называю, Ну ты как которые... думаешь? Цены здесь, конечно, будут, наверное, очень такие А ты веселые. не спрашивал, не интересовался? Не, не спрашивал. Хотел, ай, тут получается, заденешь только их, начнешь спрашивать, и они Ну да. начнут приставание. Ой. Будь здоров. Да, вот тоже зелень Ну чем тоже. пахнет? Так вот осуществляется полив. Вы представляете, мы в пустыне. Ну и здесь немного вот зелени как бы есть. Так, и вот мы подошли. Не знаю, почему мы еще подошли. Да, здесь опять досмотр. Опять еще один досмотр получается. Да. Ну вот, мы пошли, думали, билетики там. Да, мы думали, что ну все идут, думали, там где-то покупаются билеты. Но, увы, оказывается, мы уже дошли прямо до этого входа, пойдем сюда, идем. Да, пойдем сюда. Дошли уже до этого уже входа, и все, у нас требуют билеты. Да, так что Получается, мы идем. зашли, мы свернули налево, Да, опять потому что мы возвращаемся. сходили как бы в туалет. Ну и все, и по прямой, не глядя ни направо, куда, что. И мы в эти двери. И то даже Ну, чуть не зашли. Ну и Вова С группой. меня тащит и говорит, пошли, пошли, мы сейчас пройдем. А нет, А, сейчас будем я искать. не такая. Сейчас будем искать кассу. И вот касса находится вот здесь. И смотрим прайс. За 2 человек 400 фунтов. Да. Вот здесь написано, получается, 2 400. Ну, и сколько я так понимаю. Да. А? Центр. Так. Вот касса. Да, после первой рамки, где мы показывали экспонат, Да, и вы выходите, и справа. вы сразу направо пошли. Она вообще Да. незаметно. справа Вообще. находится касса. Вот она вот так вот Тикет. выглядит. Тикет. Да, тикет. Потом супермаркеты, ну и дальше вход. Так вот выглядят билетики. Вот это получается Такие билеты билеты. в Карнакский храм. Наше написано Карнак. Вот они. 200 египетских фунтов. За двоих мы дали Это- 400 египетских фунтов. Это получается 13 долларов один. 13 долларов один. Зашли вот такой вот магазинчик. Так, вот такое вот печенье 50 фунтов. Это получается где-то около 3 долларов. И получается 2 доллара мороженое. И сейчас, ребята, мы немного подкрепившись, делаем вторую попытку входа в Карнакский храм. Делали Там не круг. поставлена даже, ну, табличка, что поверните там или еще что-то. Да, на весь мир знаменитая достопримечательность. А чтобы указать кассы, как-то не это. Всех, как всегда, касса на входе. А здесь она вообще в стороне, да? В сторонку поставили, такая незаметная даже. Я подумала, что это окна. Как все равно в туалет. Оплачиваешь в туалет и проходишь в туалет. Вывески супермаркетов делают, а кассу и так вот. Если турист без группы путешествует, понятно, когда группой, там гиды уже знают. А если вот так вот, как мы, ну, то попробуй ее найти. Приходится спрашивать. Ну ничего. Так, вот так вот. Все до сих пор получается
Вот вы видите, из песка ведутся раскопки. Раскапывают этот храм. Так, говорят, вот эти все блоки. Есть две версии. Первая версия, что сплавляли по Нилу с каменоломни 110 километров. А потом последние исследования доказали, что разрубив камень, там были частички глины. И существует такая версия, что эти вот блоки просто-напросто изготавливали на месте. Слепливали формы, изготавливали, потому что после разлива Нила здесь было очень много глины. Смотрите, какая мощь сооружений. Это как надо было эти глыбы поднимать наверх, чтобы их слаживать. Посмотри, как все выбито. Да, вот это вот столбы с чистого гранита. Ребята, гляньте, реально сохранилась краска. Краска на колоннах. Это ж сколько тысяч лет назад, и она до сих пор сохранилась. Представляете, как ярко было раньше здесь и красиво. Вот это вот два обелиска. Высота вот этого первого получается 29 метров, вес 23 тонна. Везли его за 300 километров с Асуана. А вот тот второй обелиск выше первого на 7 метров. И его установила царица Хатшепсут. Хат первая. Хатшепсут. Хат, я знаю, первая, точно его слышала. Потом благородная Индия. Обелиск — это цельный монолитный камень. Представляете, как его везли на лодке? 23 тонны. Ребята вот как реставрируются, восстанавливают
фигуры. Одну уже так это сделали. Мы вот зашли в закрытую зону. А вон там вдалеке, вот вы видите, как просеивают и ведутся раскопки. Вот видите, еще храм, он идет дальше, но туристов туда не пускают. Как бы. Hello. Ну что, пойдем? Так что вот нас тоже попросили. Тут тоже какая-то стена стояла, она разрушилась. И вот еще две фигуры, получается, стояло. Видно вмятины. Их, может, тоже будут восстанавливать. Это паук, это просто паук, это не скоробей. Скоробей черный. И он тогда как в мумии. А вот мы вышли, когда вышли с этих вот и раскопки. Вот они. Вышли. И вот к нашему взору вот такая красота, посмотрите. Реально. Это вот бассейн фараонов. Вот здесь фараоны купались. Это в те времена, представляете, вот это вот такое все это соорудить. Такой вот бассейн, который до сих пор сохранился в хорошем состоянии. Не верится, да? Жук Скоробей нужно обойти 3 раза, по-моему 3, и загадать желание, и оно обязательно сбудется. Видите, люди все загадывают желания. Вообще обелисков здесь было 14, но одни половина, ну в основном только осталось вот 3, 2 здесь и 1 маленький на входе. Остальные были просто-напросто разграблены и вывезены из страны. Ну и часть, конечно, была подарена, но в основном, когда были завоевания Египта, вывозили. Они находятся и во Франции, и в Америке. Так же, как и золотая статуя, которая в темной комнате, которая, вот она, темная комната. Получается, здесь золотая статуя стояла. И она то же самое сейчас находится в Америке. Давай мы с тобой пройдем. Мы тоже с Катей решили вместе со всеми пройти. Теперь пошли, загадывай Пошли. желание. Они говорили. Угу. Молча надо идти и думать о желании, и оно сбудется. Катей тоже не нарушили традицию, тоже прошли. Ну, участник мало кто прикасается. Когда я был, говорили, что нужно еще прикоснуться. Вот, как бы прикоснулись даже. И вот еще от обелиска тоже часть лежит. Это вот верхушка от обелиска. Кстати, и верх обелиска был покрыт золотом, чтобы видно было сдалека, как он светится. И вот этот цельный кусок гранита, высеченные эти иероглифы. Вы представляете, как это? Тут один вот кусочек сколько весит. Как-то сверху, А вот да? тот, Кажется, маленький. да, а вот тот 23 тонны. Ну как тебе впечатление? Ну, я не пожалела, что мы сюда попали, потому что ну, впечатляет и размеры, и вообще, как это так, вот как, вот до сих пор не укладывается в голове, как вот могли, мы сейчас в наше время и то такого, как бы сказать, Ну да. ну можем сделать, Не, ну конечно. с нашими технологиями Да, это, мы конечно, можем смогли. А сделать. раньше же Ну какие как, технологии? Как вот они это все, я просто... Это же все подогнать, каждый камушек миллиметр к миллиметру. Я тогда и говорила, что респект и уважение. Ну, просто молодцы. Ну, обязательно съездите в Карнакский храм, как бы я не пожалела. Но как вы видите, что очень много людей вообще. Но сфотографироваться, походить отдельно без проблем можно. Да, еще, как говорится, И лайфхак.
Даже, конечно, когда информации мало, не владеете, тоже приезжайте, вот как мы, да. Приехали сами. Да, что-то помнишь, что-то где-то читал. Ну, а по части много экскурсий. Просто где-нибудь пристроишься к какой-нибудь, там информация, там. Ну, кстати, я заметил, интересно, ну, в принципе, все говорят одно и то же, но у некоторых немножко разбежки есть в фактах. Я вот обратил внимание, потому что мы вот уже гуляем тут больше часа. И как бы у одних послушаешь, у вторых. Как бы, ну, в любом случае, как бы. Ну, за столько лет, конечно, информация где-то искажается, где-то что-то свое прибавляет. Это естественно. Ну, а в общем, как бы одно. Ну, а мы будем гулять дальше. Так что, если приедете одни, не переживайте, придете в какой-нибудь группе Да. и послушаете все, что вам нужно. Так что приезжайте обязательно. Обязательно головные уборы и очки, потому что жарко. Да, потому что утром прохладно, ночью, можно сказать, даже холодно, а даже зимой в Луксоре как бы и душновато, и жарко. Комната, это вот и есть, где стоялась золотая статуя Бога, и здесь простым людям вход был запрещен, и они только могли увидеть раз в году, 21 декабря, в период солнцестояния. Солнце вон там падало на статую с той вот горы сюда вот, и блик золото солнца падало, и люди с той горы могли увидеть, что что-то стоит. А так здесь им запрещено, кроме фараона, сюда было входить. Вот на этом алтаре стояла золотая статуя, которую потом черные копатели продали американцам, и она сейчас находится в Америке. И вон там вставало солнышко, падало вот сюда на статую, и люди вот с той горы простые могли видеть ее блик. А так в эту комнату, кроме фараонов, простым людям было запрещено входить. А сейчас, как видите, доступ имеют все. Даже тоже вот краски сохранились. Вот под крышей как хорошо сохранились иероглифы, не размылись водой. Да, и вот там металл поддерживает металлическая конструкция. Вон, смотри, как тоже иероглифы хорошо сохранились. Тоже какая-то вот комната. Как будто нас тут не было. Самое что интересное, что обелиск просто стоит. Без фундамента, без ничего. Он просто стоит. Насколько точно надо было его поставить, чтобы ни ветра, ни бури его не смогли, как говорится, уронить. И вон, если видно вверху, чуть выше середины, желтая, это вот видно позолота вот была. Вот он просто стоит, без цемента, без фундамента, просто установлен. Я просто так немножко шокирован. Насколько точно его надо было как это подогнать. Смотрите, здесь даже водится рыба. Я не знаю, видно вам, не видно. Солнце может отсвечивать, но рыбы очень много. Пока не кинул. Это, как они среагировали. Пиранья. Это пиранья? Вот. Смотрите. Кидает сигареты в фильтр, и они просто-напросто его съедают. Они просто съедают фильтр от сигарет. В шоке. А здесь сколько их? Он просто бросает, и они просто съедают.
Знаете, какое красивое место он нас подвел. Смотрите, сколько рыб. И ящериц. И ящерица. Не знаю, для чего это. Не знаю. 5 фунтов зарабатывает. Да? А, 2 ящерицы. Смотрите, сколько рыбы. Не надо больше, не надо. Не знаю, делают омовение. Сделал нам омовение рук водой, которой мылись фараоны. Здесь, кстати, еще даже вот лодочка есть. Не знаю, питаются, не питаются, но рыбок полно. Ладно, ну а мы будем двигаться к выходу уже. Ребята, мы уже и так более 2 часов гуляем. Так, ну вот, ребята, мы закончились с Карнакским храмом. Выходим. Сколько мы где-то? 2,5 часа погуляли. Примерно, если по времени, то в принципе 2,5 часа хватит, чтобы там хорошо полазить. Да. Да, ну и еще такой вот совет, что если, допустим, приезжаете своим ходом, лучше не брать сразу 2 храма в один день, а спокойно лучше в один день 1 храм, второй день там, один день Карнакский, второй день Луксорский, потому что за один день реально немножко утомительно, потому что это кажется, это доехать, уехать, плюс 2-3 часа погулять, а потом в торопях бежать на второй. Лучше спокойно, в спокойной обстановке, чтобы отдых доставлял радость. То у меня вот Катя уже немножко подустала, уже видели, сидела на заваленке, как на заваленке старушка. Ну, конечно, тяжело, конечно, Не, по ну, солнцу. перепроснуться, Да, конечно, тяжело. рано утром проснулись. Ну, это того стоит. Так Да. что приезжайте и смотрите, собственно, Да. собственными глазами. Ставьте лайки, с вас подписка. До встречи в Луксорском храме.